Друзья мои, всем привет! Сегодня готовим розу из пластичного шоколада. Вот такую. Для этого нам потребуется пластичный шоколад любого цвета, который вам нужен. Масса 100 грамм. Силиконовый молд для придания текстуры лепесткам. Скалочка пластиковая для мастики. Инструмент шарик, лучше всего металлический. Дрезденский стек. Вырубка для лепестков розы, маленькая и большая. Если у вас нет вырубки, то вы можете воспользоваться вот такими пластиковыми шаблонами. Это обычная была канцелярская папочка. Я взяла и вырезала нужной формы лепесток. И теперь при помощи инструмента колесика могу вырезать лепестки любой формы. Как это делается, я вам чуть позже покажу. Но удобнее всего и быстрее работать, конечно же, вырубками. Это губка для сахарных цветов и силиконовый коврик. Приступим. Перед началом работы возьмите 15 грамм шоколада, скатайте из него шарик, вот такой. Затем сделайте морковку. Вот таким вот образом. И поставьте заготовочку для розы остывать. Обратите внимание, форма получилась такого конуса. Нужно, чтобы шоколад немного остыл и конус стал более прочным. На эту основу, как вы, наверное, успели догадаться, мы будем клеить лепестки. Шоколад вымесили. Отделяем небольшую часть, примерно 1/3. Оставшийся шоколад прячем в пакет. И плотно упаковываем, чтобы не высыхал. Начинаем раскатывать. Делаем это не вот так, а опять же вытягивающими движениями. Если липнет к скалочке, ничего страшного, дайте ему полежать, немножко заветриться. Это значит, что вы при вымешивании его перетопили. Еще обратите внимание, если шоколад пошел таким глянцем, блеском, значит, вы опять же его перетопили, и дайте ему отдохнуть. Вот просто вот так вот пусть полежит. Он остынет, и все будет нормально. Но бывает стадия, когда вы перетопили уже необратимо. Давайте я вам сделаю такое, покажу, о чем речь. Вот, видите, блестит. Это перетоп, который обратимый, то есть сейчас полежит, и все будет хорошо. Но если вы будете продолжать усердствовать, то получится следующее. У вас шоколад посечется, посмотрите, крупинки. Он как бы расползается, и из такого шоколада качественные цветы не получится, они будут некрасивыми, и такой шоколад неудобен в работе. Что из него можно сделать? Ну, какие-нибудь молды заправить, да, то есть не выбрасывать, что-то из него слепить можно, какие-нибудь камешки. Но цветы из такого шоколада будет сделать очень трудно. Поэтому не доводите до такой стадии, бросайте шоколад, пусть отдыхает. Сегодня, видимо, у меня в помещении очень прохладно, раннее утро, и действительно остывает моментально. Обычно шоколад прилипает к коврику, к скалке, и это нормально, просто даем ему чуть-чуть полежать. Надолго не оставляйте, он наоборот пересохнет, и при попытках его раскатать или даже слепить из него лепестки, они у вас будут просто трескаться. Это мое любимое занятие — лепить цветы. Настолько это увлекает. Все мысли уходят куда-то далеко, и остается только цветок и лепесток. Можно переворачивать, это не критично. Почему я не раскатываю вот так вот, чтобы шоколад лежал на силиконовом коврике? Дело в том, что когда вы вытягиваете шоколад, у вас и коврик вытягивается, и иногда нужно шоколад немножко подтянуть. То есть приподнять его и можно перевернуть без разницы. Ну, в данном случае вот у меня он холодный, он вообще отстает от коврика. Обычно все происходит иначе, он липнет. Равномерно раскатали, чтобы не было такого, что в центре у вас толстая лепешка, а здесь тоненькие края. Теперь будем вырубать. Нам потребуется 4 маленьких лепестка. Большую вырубку пока уберите в сторону, чтобы она не мешала. Надавливаем
Подвигаем, чтобы не было бахромы, убираем. То же самое. Лепестки вырубайте максимально близко друг к другу. Кстати, по секрету скажу, я леплю не одну розу сразу, а 3. Это удобно. То есть вы взяли, раскатали сразу 12 лепестков, сразу 12 лепестков приклеили. Это просто здорово. Очень ускоряет процесс, и я вам советую поступать так же. Быстренько перекидываем их на губку. Посмотрите, какая толщина. Здесь примерно 2-3 мм, не больше. Первые лепестки могут быть достаточно тонкими. Последующие строго вот такими. Сильно толстые пельмени не лепите, роза будет тяжелая и некрасивая. Обещала вам показать, как вырезать лепестки при помощи шаблона. И еще хочу добавить, что если вы только начинающий, стоит посмотреть в сторону дешевого шоколада, так называемого, который на самом деле не шоколад вовсе, а кондитерская глазурь. И чем она хороша? Она очень пластичная. То есть, пока вы новичок, есть риск перемесить пластичный шоколад, и тогда им будет неудобно работать. То есть он будет крошиться. Потом, когда уже почувствуете материал, набьете руку, переходите на бельгийский белый шоколад. А пока мой вам совет: упрощайте себе задачу. Итак, это пластиковая канцелярская папочка была. Я нашла в интернете шаблон, который мне нужен. Вы, например, лепесток розы вырезаете, прислоняете к пластичному шоколаду и при помощи инструмента колесико для мастики вырезаем лепесток. Если образовалась бахрома, ее сразу же залепливаем, пока шоколад не схватился и пока это возможно сделать. Все, у вас готовый лепесточек, и не нужно покупать вырубки. Схема для данного урока находится внизу страницы, а также список магазинов, где можно приобрести кондитерский инвентарь. Лепестки раскатаны, и мне нужно истончить край. Делать это удобнее всего при помощи вот такого металлического шарика. Я прикладываю его на край лепестка. Вот эта часть нас не интересует, ее никто не увидит. Работаем только вот над этой частью, над закругленной. Я давлю на край лепестка и двигаюсь вдоль него. Посмотрите, пожалуйста, дам вам сейчас сравнить. Вот рубленый край, а вот истонченный. Тоненький, изящный, все как нужно. Лепестки долго в руках не держите. Посмотрите, шоколад моментально тает. Видите, уже серединку растопила. Если сильно надавить, то будет волна. Волна нам в данном цветке не нужна. Более того, мы сейчас пойдем делать текстуру в молде, и волнушечка будет нам мешать, она будет заминаться и выглядеть некрасиво. Если вдруг вы куда-то отлучились и лепестки подсохли, возьмите их и вот так ладошкой прикройте, они оттают и станут более пластичными, и вы сможете над ними работать. Часто студенты совершают следующую ошибку. Они вводят вдоль края, но не там, где нужно. Посмотрите, пожалуйста, по-моему, явно видно, да? Я сделала лишние движения и испортила лепесток. Не нужно так делать. Мой шарик, вот эта его выпуклая часть, приходится строго на край лепестка. И вы это хорошо будете видеть по полосочке помятой строго по краю, вот в этом месте. И еще есть способ истончить лепесток, в случае, если у вас нет вот такого шарика. Кстати, можно пользоваться пластиковым, но он чаще всего липнет к шоколаду, и поэтому я использую только металлический шарик. Это дрезденский стек, очень удобный инструмент, и у него есть вот такая сторона, она выпуклая. Вы берете ее, направляете стек не вот так вот, а наружу, кончиком наружу, а работаете из центра лепестка. И выпуклой его частью прекрасно истончаете лепесток. Этот способ столь же хорош, как и истончение шариком, ничем не хуже. Поэтому можно сэкономить на металлическом стеке. Упс. Посмотрите, как прекрасно все получается. Так же тонко, как и металлическим шариком. 4 лепестка готовы, теперь займемся их текстурированием.
Молд состоит из двух частей. Желательно использовать именно силиконовый и именно из мягкого силикона, потому что твердый силикон может рвать лепестки. Берем лепесточек, укладываем его. Давайте поговорим об осях, это очень важно сейчас понять. У каждого лепестка есть ось. Вот эта вершина, вот это основание. Вот она ось. Здесь тоже она есть. И у конуса она тоже есть. То есть вот вершина, вот основание. И у вас всегда ось лепестка должна совпадать с осью конуса и молда. То есть не делаем лепестки вот так, как нам вздумается, а строго соблюдаем направление. Кладем не на край, потому что часто силиконовые вайнеры, они называются вайнеры, текстуры, они вот здесь содержат такие ребрышки, которые будут рвать вам лепесток. А у розы первые лепестки должны быть цельные. Вот тут никакой рванинки быть не должно. Все должно быть сочное и нежное. Вот здесь уже могут быть какие-то рванинки, это смотрится красиво, живо. Можете себе это позволить, но не на первых лепестках. Поэтому отступаем полсантиметра, кладем лепесток по оси, накрываем выпуклой частью молда и один раз со всей силы придавливаем. Не надо вот так елозить, потому что иначе вы расплющите свой лепесток и деформируете его. Но если молд тугой, кстати, да, иногда можно вот так вот сделать, но будьте очень осторожны. Посмотрите, какая красота получается. Опять же повторюсь, если лепесточек подсох, можно его немножечко разогреть, чтобы текстура получилась более явной. Давление оказываете в основном не сюда, а на край лепестка. То есть нам нужно, чтобы именно край лепестка все видели. Доставать лепестки из молда можно при помощи дрезденского стека. Очень остывший лепесток. У меня сегодня холодно, это проблема. То есть, казалось бы, когда в цеху жарко, там 25 градусов, 30 даже, это минус, но на самом деле для работы с мастикой и не всегда. Иногда быстрее работается, когда у тебя горячие руки и температура в помещении достаточно высокая. У меня были студенты с очень горячими руками, которые работают в помещении, где температура под 40 градусов, и у них все прекрасно получается, ничего не течет. Просто техника такая. Они стараются по минимуму трогать мастику, шоколад, и все у них идет замечательно. Теперь нам нужно приклеить лепесток к конусу. И лепесток просто так не приклеится. Вода здесь нам тоже мало поможет, потому что это шоколад, он жирный. Клей я не люблю использовать, это, мне, по крайней мере, неудобно мазать чем-то. И если мастику я, клею на воду, то здесь мы можем просто взять, подтопить основание лепестка. Вот посмотрите, вот в этой части. Я пальчиками держу на пальцах и здесь подтапливаю. Все, лепесток стал липкий, и я могу смело приклеивать его к конусу. И дальше встает вопрос, а как? Мы должны взять лепесток, положить, давайте я вам сбоку покажу, прислоняю к нему по оси конус, и что я вижу? Что тут у меня выпирает всего лишь полсантиметра остается. Обратите внимание, мерю не вот так, а именно положив конус весь кончиком на лепесток. Так вот, полсантиметра мало. Мне нужно, чтобы здесь оставался примерно сантиметр, так как у вас нарисовано на схеме. То есть прислонила. И дальше я лепесток никуда не двигаю, а только лишь заправляю левое ухо внутрь. Вот у меня левая рука, вот у меня левая часть лепестка. И я его не просто заправляю, а вот так вот подкручиваю. Посмотрите, красивенько в центр. Оп. Есть. Ось должна смотреть вверх, она не должна уйти куда-то в сторону. И правым ушком лепестка закрываю эту всю историю. Посмотрите, пожалуйста, правое ушко, оно уже начинает распускаться, цветок уже начинает жить. Проверьте ось, не ушла ли она у вас. Легче всего это делать палочкой, то есть подставляем какую-нибудь кисть. Ну и тут видно, да, очевидно, что вправо ушла ось. Чуть-чуть подвинем. Я молодец, я все сделала хорошо, надеюсь, и вы тоже. Вот это самый сложный момент, дальше все будет очень легко. Теперь я беру лепестки и также их нагреваю. Вот если бы было жарко, все бы происходило быстрее, но придется потопить, подождать. Топлю. Кстати, лепестки, обратите внимание, они держат форму прекрасно. Это плюс шоколада.
Если они у вас падают, вот так вот прям расквашиваются, то, конечно, лепить такую розу будет сложно. Дождитесь вот такого состояния, как ткань, да. Вы когда в бок наклоняете, он не опадает, он достаточно прочный. Вот это мы не будем называть лепестком, я вам в схеме написала, что это будет называться капля. То есть это у нас капля, окей? А вот это лепестки. Первый, второй, третий. В ряду у нас будет 3 лепестка. Приступим к приклеиванию первого. Берем его и прислоняем вот к этому ребру. То есть середина нового лепестка коснется ребра капли. Оп. То есть она как рубит ваш лепесток. Положили. Вот так это должно выглядеть. И новый ряд должен быть выше предыдущего примерно на 2 мм. Вот как у меня сейчас. Но, внимание, опять же, меряем не вот так. Потому что с этого ракурса, вот смотрите, вот у меня вроде бы вровень, все клево. А когда я прислоняю, что оказывается? Что лепесток теперь у меня ниже. И это минус, это будет капуста, а не роза. То есть это очень важное правило. Итак, прислонила лепесточек. Промерила, то есть наклонила конус на лепесток, прислонила его, вижу, что действительно 2 мм, все клево, ось совпадает, ничего никуда не убежало. И заворачиваю левую сторону. Еще один момент. Часто студенты заворачивают это вот так, по низу. То есть, видите, я снизу сейчас равняю. Что получается? Получается какой-то колокольчик. Ни в коем случае не роза. А нам нужно немножко поступить иначе. Мы наклоняем лепесток и больше его никуда не двигаем. А левое ухо от верха начинаем заправлять. Посмотрите, внизу образуются некрасивые складочки вот в этом месте. Ничего страшного. Замнем их, пусть будут. Зато тут у меня получилось все как нужно. Правое ушко оставляем открытым. Пусть болтается, дышит. Теперь берем новый лепесток, опять же его подтапливаем. Ох, как холодно, ох, как долго. И второй лепесток не должен закрыть первый, то есть нельзя накладывать его сверху сюда. И правое ухо мы не можем закрыть. Соответственно, у нас остается один путь, это сместить его влево, вот сюда. Насколько смещать? Мы должны в одном ряду равномерно распределить 3 лепестка, чтобы получился как бы равносторонний треугольник. И легче всего это сделать, ориентируясь на вот это ребро, вот на это, то есть на левое ухо. Оно должно как бы коснуться середины лепестка. Это примерно, потому что зависит от толщины вашего конуса, от размера лепестков. Но в целом ориентируйтесь на него. То есть вот ребро, вот середина лепестка. И я прислоняю середину лепестка к ребру. Оп! И смотрю по высоте. Я просто прикладываю пальчик и вижу, что лепестки у меня на одном уровне. Так и нужно. Открываю правое ушко. Не бойтесь его порвать. Видите, у меня все произошло. Ничего страшного, этого никто не увидит. И также от верха заправляю ушко левое на конус. Тут складочки, я их приклеиваю, все хорошо. Приклеила 2 лепестка, 2 правых уха открыто, я молодец. Перехожу дальше, к третьему лепестку. То же самое топлю, если не потопите, роза развалится. Обязательно, чтобы тут вот все такое жирненькое, топленое было, чтобы шоколад склеивался. Беру третий лепесток, опять же вот окончание, вот это ребро левого ушка. Вот у меня ось, прислоняю эту ось к этому ушку, проверяю высоту. Ага, сильно высоко, посмотрите, вылез непослушный такой. Раз его ниже спускаю, все клево. Отрываю хорошенько правое ухо первого лепестка и хорошенько туда внутрь заправляю новый третий лепесток. Закрываю все лепестки. И у меня все хорошо. Посмотрите, 3 лепестка. Так, вот этот немножко вылез, нехорошо. Второй лепесток убежал. Вернем его на место. Угу. Вот, теперь все хорошо. Получился равносторонний треугольник. Раз, два, три. 3 правых уха считаем, да? То есть все ли мы правильно сделали. Если вы приклеили 3 лепестка, и у вас 2 правых уха оказалось, то это, скорее всего, вы заклеили правое ухо первого лепестка последним.
То есть вы не внутрь вставили, а приклеили наружу. Теперь их нужно немножечко подзакрыть, и можно вот так вот заострить. Это смотрится очень эффектно, очень красиво. Не заклеивайте их полностью, не лезьте туда никакими стеками, не портите вашу красоту. Только руками аккуратненько подправили. Не ломайте, то есть если крошится, оставьте в покое. Просто закройте вот эти вот лопасти, чтобы дальше можно было клеить лепестки. Оставляем в покое конус, а то он тут у меня уже тает. И займемся раскатыванием новых лепестков. Теперь берем половину оставшегося шоколада. Хорошенько вымешиваем до пластичности. И раскатываем ее. Мы будем вырубать сразу 6 маленьких лепестков для второго и третьего ряда. Угу. О, тут неровно. Как жаль. Есть один способ, можно докатать и вот так вот вырубить. Угу. Отлично. Истончаем края у всех лепестков. Я истончила все лепестки и теперь делаю текстуру. Можно ускорить процесс. Если лепите сразу 3 розы, получается конвейер. И количество времени, затраченное на один цветок, оно уменьшается, естественно. То есть где-то за час-полтора я успеваю слепить 3 розы сразу. И даже если они мне не нужны, все вместе, я упаковываю их в коробочку. И так они прекрасно хранятся при комнатной температуре. То есть наша задача беречь их от пыли, от солнечного света и от жары, потому что шоколад очень быстро тает. И когда нужно, я пристраиваю эти цветы на торт. Такие цветы хороши тем, что они без проволоки, да, то есть часто торты украшаются цветами на проволоке. Это нужно для создания объемных, богатых композиций. И я это делаю, это необходимо иногда. Но, например, на муссовый торт нелогично ставить цветок на проволоке, поэтому вот такой способ, он очень даже подходит. Посмотрите, как красиво лежат лепестки на моей губке. И сейчас мы переходим к изготовлению второго и третьего ряда нашей шоколадной розы. Итак, 6 маленьких лепестков раскатаны, подтапливаем их снизу. Хорошенько. Вот работаем даже не с центром, а с боковинками. Вот эти места важно, чтобы были пластичными и мягкими. Причем даже не с внешней стороны, а именно с внутренней. Берем лепесток и прислоняем его к любому из 3 ребер, которые у нас остались после первого ряда. То есть неважно, сюда я его приложу, сюда или вот в это место, без разницы. Итак, прислонила, проверила высоту. Лепестки должны все коснуться моего пальчика. То есть они должны быть примерно вровень. На самом деле лучше, чтобы новый лепесток был выше на 1-2 мм. Вот именно так, как вы сейчас видите у меня на розе. Ось держим ровно, она никуда не уходит. Лепесток прислоняем к бутону и левое ушко заправляем. Правое остается открытым. Сильно его заправлять не надо, то есть уже лепесток начинает дышать. Склейка уже идет не так высоко, как мы клеили первый ряд, а вот тут вот снизу. То есть розочка уже начинает распускаться. Берем новые лепестки, также их топим. Кстати, вот здесь еще на коврике вы можете заранее подкрутить кончики розы. Если лепестки у вас уже подсохли, подстыли, то немножко подтопите их
И тогда ваша роза не будет в трещинах. Она будет гладенькая, красивая и с вот такими закругленными, видите, закрученными лепесточками. Именно треугольничком, то есть этот угол и этот угол. Это будет правильно, потому что на готовой розе из шоколада это не всегда удобно и вообще возможно сделать. Итак, подтопила лепесток, прислоняю к ребру, вот сюда, проверяю высоту, посмотрите, насколько ниже, да, лепесточек, надо подтянуть повыше. Вот так, отлично. Будьте осторожны, вот тут вот немножко уже треснул мой лепесточек. И третий лепесток мы подсовываем под правое ухо первого лепестка. Его мы немножко отгибаем, вставляем туда лепесточек, вот у меня ребро. Сюда клеим новый, проверяем высоту, опять же ниже получается, поднимаем. Угу. Можно помогать себе дрезденским стеком. Вот так вот. Не бойтесь вот так вот прям нагло отлепить лепесток. Помогаем себе дрезденским стеком. Заправляем правые ушки. Левый внутри, правый снаружи. Итак, считаем, все ли мы правильно сделали. 3 лепестка приклеили у второго ряда, правое ухо 1, правое ухо 2, правое ухо 3. Тут немножко получилась катастрофа. Давайте прикроем это место, то есть никому такое безобразие показывать нельзя. Но и переделывать мне лично лень. И ничего страшного в этом нет, это начало розы. Дальше будут еще лепестки, никто этого не увидит. Вот на последних лепестках, конечно, такое делать нежелательно. Кстати, обратите внимание, я всегда делаю с запасом. Один лепесток лишний, мало ли, вот так что-то порвалось, и я могу взять его. Кстати, давайте так и сделаем. То есть вы можете взять целые лепестки, отодвинуть. Вот этот поломанный убрать. Почищаю тут. Топлю лепесточек. Если он не топленый, повторюсь, не приклеится. Приставляю. Высота. Подсовываю под правое ушко. Накрываю. Здесь открыто. Забыла подкрутить, поэтому буду это делать сейчас. Немножко подтапливаю шоколад, чтобы он стал пластичным, чтобы подкручивать было проще. Вот так вот. Все отлично, все получилось. Клеим тут, выше не нужно. Угу. Готово. Оставляем розочку в покое. Подкручиваем и подтапливаем новые 3 лепестка. Из третьего ряда мы начинаем клеить лепестки не по ребрам, а используем правила шахматного порядка. То есть между вот этими 2 лепестками у нас пойдет новый, между вот этими 2 пойдет новый, и между этими 2 пойдет новый лепесток. Вот таким вот образом. То есть нельзя взять и продублировать лепестки предыдущего ряда. Так мы не делаем. Мы его будем клеить вот сюда. Очень хорошо подтапливайте. На этом этапе лепестки должны быть прям вот тут у основания очень топлеными. Дальше лепестки все еще продолжаем клеить по уровню. Видите? Приклеиваю вот здесь. Итак, между вот этими приклеила. Теперь буду клеить между вот этими 2. Сильно топленый. Пусть немножко остынет. Возьму новый. Все отлично. И последний лепесточек. Здесь надо будет все-таки подвести. Делаем его вот сюда, между вот этими 2. Отклеиваем правое ушко первого лепестка. Вставляем туда новенький. И вот в это место его клеим. Визуально контролируем, чтобы все-таки
Не был он слишком низко, вот я низко сделала, буду подтягивать. Вот таким вот образом. Все готово, хорошо, надежно приклеиваем. Вот почему лепестки на последующих рядах должны быть потолще, чем на первых. Потому что уже, посмотрите, розочка у нас начинает сильно раскрываться. И если мы сделаем лепестки тонкими, то не на чем будет шоколаду держать нагрузку. И вот это важно учитывать, поэтому сейчас большие лепестки будем раскатывать довольно толстенькими. Пока розочку убираем в сторону. Разминаем оставшийся шоколад до пластичности. Мне наконец-то удалось хорошенько его вымесить. Становится теплее, солнышко попадает в наше помещение. И все удалось. Вот обычно такая история. То есть он достаточно мягенький, видите, даже немножко блестит. Все замечательно. Раскатываем довольно толстые лепестки. Повторюсь, если тонкие, то будут падать. Хорошая такая толщина. Все отлично. Маленькую вырубку убираем в сторону, чтобы она не путалась под рукой. Вырезаем 8 больших лепестков. Почему 8? Потому что нам остался 4-й ряд, он будет состоять из 3 больших лепестков. И последний 5-й ряд будет содержать аж 5 больших лепестков. Перекидываем на губку. Посмотрите, какая толщина. Ну, прям пельмени такие хорошие, да? То есть тут 3 мм точно есть. И, кстати, будет здорово, если вы кончик лепестка будете докатывать и делать его чуть тоньше. Посмотрите, пожалуйста. Раскатали тонко, а основание толстое. Принципиально важно, чтобы основание лепестка было именно толстым, хорошим, вот таким. Итак, так, этот я уже раскатывала. Раскатала. Отрубила. Смотрим. Здесь вот так, тут толще. То есть где-то с середины лепестка я начинаю раскатывать. Ну вот, хорошо, посмотрите. 2 мм, а тут 3 мм. Теперь все то же самое. Нужно истончить лепестки и сделать текстуру. Истончила края, и по поводу текстуры на больших лепестках хочется сказать следующее. Дело в том, что вайнеры часто бывают изогнутые, и в таком случае вы можете повредить свой лепесток. Чтобы этого не произошло, мы укладываем его, отступая 3 мм от края, тут хорошенько делаем ямочку, и давление будем оказывать не столько сюда, сколько вот в это место. Это очень важно. Иначе вот тут у вас все порвется. Вот этого достаточно. То есть вот это место все равно никто не увидит. Зачем здесь давить? Все хорошо. Можно сразу сделать вот такую вот историю. Закрутить лепесточек, пока он мягкий и пластичный. Я не просто загибаю вот так. Я как бы подкручиваю. Посмотрите, пожалуйста. Нужно подкрутить, сделать завиток. Получается такой, как треугольничек. Вот в этом месте. И так поступаем со всеми лепестками. Уложили. Здесь вот хорошенечко придавливаем, прямо чтобы лепесток коснулся вайнера. Повторяем форму текстуры полностью. Мы берем 3 больших лепестка и будем приклеивать их к розе с так называемым маленьким карманом. Наклоняем розочку на бок. Первым делом хорошенько топим лепестки вот в этой части. Строго не топим середину, топим только вот так. Примерно 2 см в одну сторону и 2 см в другую. Обязательно подтопите хорошенько. Берем розочку, наклоняем ее на бок, прислоняем лепесточек, ставим пальчик и проверяем высоту лепестков.
Они должны быть вровень или вот этот новый чуть-чуть ниже, чем предыдущие ряды. Далее я беру и вот в этом месте сдавливаю пальчиками лепесток. И в центре образуется такой, как воздушный карман, воздушная полость. Хорошенечко приклеиваю лепестки, это очень важно. Если вы этого не сделаете, все развалится. В центре не давлю, тут должен остаться вот этот воздух. Что он нам дает? Он нам дает объем вот в этой части. То есть даже без проволоки наша роза будет смотреться очень и очень такой пышной, красивой. Один лепесток сделали. Пока лепестки держатся, вы можете работать вот таким вот образом. Как только они начнут падать, я вам дальше покажу, что делать. Но лучше, чтобы вот этот 4-й ряд все-таки еще держался сам, без помощи каких-либо поддержек. Этот приклеили. Теперь приклеиваем вот сюда. Протопили, положили на бок. Здесь уже можно равняться по предыдущему лепестку, а можно по-прежнему при помощи пальца. Да, все хорошо. Итак, еще раз. Раз, сдавливаю. Сильно не сдавливайте. Если вот эта полость будет сильно большая, у вас лепесток будет сильно отгибаться от розы. Нам пока на 4-м ряду это не нужно совершенно. Все качественно, тщательно, все заклеила, все здорово. Ставлю отдыхать. Если лепестки тонкие, точно будут падать. Ну, тогда поступайте так, как мы будем поступать с лепестками 5-го ряда. Но это будет проблема, честно, проблема. Топим, 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 топим. И последний лепесток в этом ряду. Ага, его надо подсунуть под вот тот. Но я этого делать не буду, потому что, смотрите, если я сейчас буду отгибать правое ухо первого лепестка, я поломаю всю свою конструкцию. И самое интересное, что никто этого не увидит. Потому что вот этот лепесток закрывает стык. Поэтому я думаю, что не буду этого делать. Угу. На бочок. Высоту промерила. Поддавила, тщательно приклеила и ставлю как можно скорее. Все стоит, все здорово, ничего не падает. И теперь, перед тем, как клеить 5-й ряд, мы должны взять фольгу, она должна быть тонкая, размотать примерно 40 сантиметров в длину фольгу, сложить ее пополам, а дальше вот так вот помять. Оп. Оп, не сильно, сильно на нее не давите. У меня получается вот такая вот полоска. Далее я эту полоску соединяю и вот тут вот фиксирую, то есть закрутила. Узкой я ее не делаю. Возможно, мне потребуется такая ширина, возможно, уже. Я всегда успею ее подмять. Поэтому оставляю вот такую чашечку. Я ее также, посмотрите, уменьшила снизу. Получается, да, тарелочка, чашечка, как хотите называйте, но вот такая штука нам нужна. Сильно ее не мните, чтобы она не была жесткой, чтобы она была такая воздушная, легкая. Желательно, чтобы под рукой была вот такая штука, это фризер, он охлаждает температуру на поверхности до минус 40 градусов. То есть вы нажимаете на баллончик, и через вот эту трубочку поступает газ, и вот тут у меня минус 40. То есть если лето, жарко, и у вас все тает, вы можете всегда взять и вот тут раз так, хоп, и охладили шоколад. Мне это сегодня, скорее всего, не потребуется, не точно, но скорее всего. Но на всякий случай я держу фризер при себе. Так же, как и вот эту чашечку. Итак, подтопила лепестки, все то же самое, 2 сантиметра сюда, 2 сюда. Центр остается холодным. Основание лепестка толстое, краешек тоненький. И я должна сейчас распределить 5 лепестков равномерно по кругу. И, внимание, эти лепестки должны быть ниже всех остальных. Не намного, то есть не вот так вот, но и не вот так. Прислоняем лепесток, смотрим, чтобы он красиво выглядывал. Наклоняем розу в сторону. И то же самое, как и на 4-м ряду, приклеиваем с маленьким карманом. Стараемся не заминать предыдущий ряд, но если это произошло, ничего страшного. Единственный момент, что давите сильнее, чтобы лепесток был более широким. Например, если вы будете эту розу ставить на муссовый торт, то лепестки, торчащие вверх,
будут открывать все некрасивые стыки вот тут у основания розы, а лепестки, торчащие в сторону, будут прекрасно все прятать. Вот начали уже опадать лепестки, и тут нам потребуется вот такой стаканчик. Мы просто кладем туда розу, и стакан помогает придерживать эти лепестки в том положении, в котором нам нужно, пока мы занимаемся растопкой оставшихся лепесточков. К сожалению, положить розу вниз головой мы не можем, иначе можем замять вот эти вот лепесточки в центре. Сразу растоплю 2 лепестка, потому что работа сейчас будет такая ответственная, нервная. Лучше, чтобы сделать ее быстро и забыть об этом. Ага, подтопила. А все подтоплю, сейчас все приклею разом. И поставлю в стаканчик, чтобы они остывали, стабилизировались. Вот если плохо потопите, роза развалится вся, просто вся. Не истончайте вот это место, оно как было толстенькое, так оно и должно остаться. То есть не мните вот это место. Угу, более-менее подтопила. Аккуратненько вынимаю розочку из стакана. Вот у меня был лепесточек, 5-й вот этот. Опс, видите, 4-й ряд начал немножко отваливаться. Сейчас мы срочно должны его приклеить 5-м рядом. Я встала со стула, потому что все очень волнительно. Смотрим, как здесь. Вот сюда его приклею. То есть не дублируйте опять же 2 лепестка, а распределяйте равномерно по кругу 5-й ряд. В бок пальчиками надавила хорошенько. Еще обратите внимание, я не заминаю розу вот тут. Многие девочки вот тут вот держат. И получается не очень хорошо. То есть у них необъемная роза будет. Этот пойдет вот сюда. То есть, да, я думаю, что здесь будет лучше всего. Подставляю, подминаю. Помогайте себе стеком. Он очень хорошо фиксирует лепестки. Пальцем не всегда это возможно сделать. Работаем быстро, четко. И давайте подумаем, я думаю, что вот сюда и вот сюда у меня встанет лепесточек. То есть я не сюда его буду клеить, а вот в это место. Угу. Работаем быстро. Моментально все должно происходить. И вот тут у меня оставшийся лепесточек встанет. Оп. Стеком обязательно. Вроде бы все сделано, но не факт. Слушайте, мне даже фризер не понадобился, ничего не падает, но у вас может падать, и поэтому сразу же оп его сюда и поджали стаканчик не по лепесткам, а снизу. То есть мы должны как лепесточки снизу придерживать. Если сверху будем поджимать, то они замнутся и будет некрасиво. Ух, я молодец, все здорово. Это всегда волнительно. Когда роза стабилизируется, это произойдет примерно через час, и ее основание станет жестким. Я вам покажу, как отрезать вот этот вот низ, чтобы установить цветок на торт. Вот этот цветок сняли с торта, торт благополучно съели, а роза вот осталась как образец. То есть вот эту вот историю еще должны будем сделать. Все здорово. Я нас поздравляю с новой прекрасной розой. И еще бонусом хочу вам показать вот такие замечательные капельки. Их уже стоит делать на торте. Дождитесь, через час все будет. Шоколад стабилизировался. Можно доставать цветок. И хранить такие цветы можно в коробочках, чтобы защитить их от пыли. Обязательно в прохладном помещении, без доступа солнечных лучей, чтобы шоколад просто не растаял. И перед установкой на торт мы должны срезать вот это место. Берем обычные ножницы и как можно ближе к лепесткам срезаем. Я стараюсь розу не держать за лепестки, а поддерживаю сбоку. Так, ножницы приклеились. И с другой стороны. Оп, готово. То есть вот такая роза на торте сбоку будет вполне прилично смотреться. К сожалению, в муссовый торт красиво вот с такой штукой вставить не получится, а срезав ее, все будет выглядеть вполне прилично. Такая красавица получилась. И обещала вам показать, как делать капельки росы. В руках у меня кондитерский мешок, а внутри топ-гель, или его еще называют декор-гель или брил-гель. По-разному, в зависимости от производителя.
я срезаю тоненький кончик у мешочка и наношу капельки туда, где мне хочется. Желательно, чтобы их было немного. Проверьте заранее, не слишком ли жидкий гель, потому что если он растечется, убрать такую капельку красиво не получится. То есть она оставит некрасивый глянец на ваших лепестках. Одну отсаживаем где-нибудь ближе к серединке, сюда, и вот сюда на крайний лепесток тоже посажу одну капельку. Вот такая красота смотрится, конечно, великолепно, когда все это на торте, да еще и на каком-нибудь торте с глиссажем. К слову сказать, я уже упоминала о том, что из данного пластичного шоколада можно лепить фигурки и делать маленькие какие-то цветы, заправлять его в молды и все это комбинировать как с муссовыми, так и с мастичными тортами. Совсем скоро выходит мой новый онлайн-курс по лепке фигурок из пластичного шоколада и сахарной мастики. И я вас на него приглашаю, потому что это будет великолепно. Благодарю за внимание и за то, что выбрали мой курс. Пусть у вас все получится.